День, который казался обычным для некоторых серферов, превратился в идеальный повод стать героями, когда они обнаружили несколько пушистых лап под пещерой на отдаленном острове. Мэтти Джонсон и Зак Риган никогда и представить себе не могли, что им будет обеспечен вход на небеса, и они заслужат тысячи оваций своим выступлением. Все это после того, как они решили прекратить веселье, чтобы спасти бедную маленькую собачку, заблудившуюся на острове. Один из серферов приблизился, как только обнаружил чьи-то ноги. Очевидно, существо молило о помощи. Пара молодых людей гонялась за волнами по тропинке недалеко от Хуан-де-Фука, расположенного на острове Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, когда они заметили присутствие существа, которое, казалось, вышло из пещеры на этом одиноком острове. Просто взглянув на пещеры, когда мы проходили мимо, я увидел, как торчат какие-то загорелые ноги, просто мельком, и я подумал, это похоже на животное, заявил Зак Риган. И действительно, именно эта красивая пушистая девочка молилась о помощи. Любопытство не позволило им продолжить. Серферы пришли, чтобы выяснить, возможно, это был кто-то, попавший в беду, и в определенном смысле, вот в чем дело. Маленькая собачка была брошена на этом клочке земли, где она вряд ли нашла бы что-нибудь съестное. Этот маленький друг был один в течение нескольких месяцев. Мальчики подошли и осмотрели местность, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, возможно, владельца существа, но безрезультатно. Мой друг греб одной рукой, я вошел с лодкой и схватил собаку до того, как она упала. Она была очень слаба, прокомментировал один из серферов. Молодой человек взял собаку на руки и поплыл туда, где был его друг. Бедняжка дрожала от холода, и мальчики завернули ее в жилет, чтобы попытаться согреть. Они определенно заслужили ее доверие. Друзья решили забрать ее с собой домой, так как кому-либо было бы трудно найти ее на этом участке тропы. Район, в котором она была найдена, находился на одном из самых труднодоступных участков тропы Хуан-де-Фука. «Эта маленькая собачка умерла бы там, мы спасли ее», – прокомментировали они. Судьба пушистой девочки была бы роковой, если бы не чудесное прибытие этих героев. Мальчики обратились в Rome Animal Rescue, ассоциацию, которая объединяет домашних животных с их владельцами, чтобы они могли поделиться историей собаки, которую они сами решили назвать Шигги-Магги. После того, как дело попало на национальное телевидение, представителю фонда Лесли Стивсу позвонили. Оказывается, у Шигги действительно была хозяйка, и ее настоящее имя было Стелла. Пара потеряла его число месяцами ранее на острове, когда праздновала свой медовый месяц с домашним животным. Стелла со своими настоящими хозяевами, по которым она так скучала, организация координировала встречу выпускников, и только до этого момента они могли убедиться, что все, что они сказали по телефону, было правдой, поскольку реакция Стеллы, когда она увидела их, рассеяла все сомнения. Она была счастлива, как только увидела их. Я просто пытаюсь понять, как она выживала так долго. «Я думаю, это история, которую может рассказать только она», — сказал Зак Риган. Эта собака выжила чудом, ее судьба определенно на стороне той пары, которая, несмотря на прошедшие месяцы, не потеряла надежды снова обнять ее. Щедрое сердце Мэтти Джонсона и Зака Ригана также сыграли свою роль в этом счастливом финале, и хотя это было маловероятно, Стелла вернулась домой. Будем надеяться, что отныне Стелле никогда не придется переживать муки потери с виду своей семьи. Этой собаке более чем повезло, и если для собак существуют ангелы-хранители, то у нее должно быть все самое лучшее.